Почему она не пошла съемка? Итак, здравствуйте, зрители нашего канала. Будем заниматься новостями высоких технологий. И у нас интервью с профессором Н. Здравствуйте, профессор. Привет, я Рамзес. Дорогой профессор, скажите нам, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете и что за изобретение хотите представить в этом ролике? Так, для начала я хочу показать одну вещь. Вот здесь такой порошок. Подвожу к ней магнит снизу. Она реагирует на магнит. Вот видно, они столбами стоят. По линии магнитных силовых линий. Видно они? Да. Вот. Я решил на этой основе, мне она показалась как-то чем-то сходно с нанотрубками. Вот. Я решил попробовать это на энергосберегающих элементах, в частности, батареи. Это же порошок. Но батарея, вот она. Твердотельная, без электролита. Она несколько мощнее, чем литий-ионных. Изготавливается таким способом. На медную фольгу наносится вот этот порошок. Естественно, в жидком виде. Потом жидкость испаряется, ровным слоем остается этот порошок. Это в качестве катода. А в качестве анода идет алюминиевая фольга с обыкновенным графитовым порошком. Это анод. Но вместо анода можно использовать просто чистую фольгу из магния, из алюминия. Я использую графит. А потом определенного состава твердый электролит тоже в жидком виде наносится на одну из них, или на катод, или на анод. Она тоже высыхает, оставляя после себя 5, 6, 7 микрометров толщиной ионпроводящий слой. От этого и название твердотельный аккумулятор. Вот я сделал два вида. Один побольше размером, другой поменьше. Это для того, чтобы можно было понять, что их можно делать любых размеров и любых конфигураций. В дальнейшем я буду их использовать в формате крона пальчиковых. Вот таких типа размеров. И в формате литий-ионных 18650. Вот. Хочу, чтобы они заняли весь линейку аккумуляторных батарей, перезаряжаемых. Это не батарея, это аккумуляторы. Аккумуляторы отличаются от батарей тем, что аккумуляторы допускают перезаряжение, а батареи, они одноразовые. Вот. Могу посмотреть. Здесь на аккумуляторе написаны ее технические характеристики. Вот вольтаж. Сколько?
4, 27, 28. Так, это то же самое. Так, Угу. так. Испытаем ее на лампочке 12 вольт. Потянет ее или нет? Угу. Второй аккумулятор. Можно соединить последовательно или параллельно. Сейчас мы вольтаж увеличим, соединяя их последовательно, вот таким образом. О. Так что твердотельный магнитооксидный аккумулятор работает. Он еще не патентован, но патентами, я думаю, проблем не будут. Скажите, пожалуйста, вот сам материал. Я так понял, что новшество здесь в том порошке, который вы нам демонстрировали в самом начале. Да. Ну, открытие часто так бывает, что не заканчивается на одном изобретении. Открытие на то и открытие, чтобы обогатить весь ряд, допустим, какой-то технологической цепочки. Что можно сделать, какие возможности открывает этот материал, если его применить в других технологиях? Да. Дело в том, что вот поскольку опыты с аккумуляторными делами у меня прошла очень успешно, и дальнейшие проверки показали, что магнитооксидные порошки, ну точнее сказать, кристаллы. Ведь любой порошок, он это мелкие кристаллы. А если при случае необходимости эти кристаллы можно в матрице, в форме запрессовать и по температуре превратить одну общую большую кристалл, который, в отличие от очень электроника распространенный материал кремний, ну, в малой степени еще и Германии. Она может полностью заменить, более того, делать электронику несколько раз мощнее и эффективнее. А способ получения этого порошка, в отличие от способа получения кремния частотой 99 и n количество девяток, та очень обходится дорого и требует много затрат электроэнергии и сил. И не всегда нужной частоты. А этот способ очень дешевый, не нужны такие установки, энергозатрат. Он синтезируется легко. После этого из нее отнимается молекула воды и остается готовый порошок, который можно после пропускания нужных размерах сит на аккумуляторах и на электронных устройствах. А куда ее еще можно использовать? Да где угодно. В военных целях, телефонах, ноутбуках,
Ну, везде, где есть цифровая технология. В частности, с ее использованием матрицы для камер можно повысить качество изображения на порядок выше. Так что область применения огромная. Будущее, я думаю, за такими технологиями. Я знаю, что кремний материал хороший для электроники, но давно уже от нее отказаться хотят, но из-за отсутствия другого пока не могут. Вот другое появилось. Ну, как промышленность, как инвесторы на это дело посмотрят, это уже не мой вопрос. Мой вопрос создать. Я наукой, техникой и технологиями занимаюсь. А остальные вопросы – это вопрос не ко мне. Скажите, вы сказали дешевле. Дешевле или лучше и дешевле? И дешевле, и лучше. Дешевле в производстве, лучше в качестве. Ну вот у кремния ограничения есть, буквально вот структурное, молекулярное. Уже больше его разогнать и делать процессоры на его основе более мощные тяжело. Да. Переходят на ядра, двухъядерные, четырех, многоядерные и так далее. Да. Здесь возможности этого кристалла. Тут возможности огромные. Я думаю, в небольшом участке микрочипах можно терабайты информации разместить. Потому что у нее кристаллическая структура это позволяет. То есть наносвойства уже. Да. И кремний с магнитным полем не реагирует. А вот этот порошок реагирует. Так что с помощью магнитного поля, манипулируя полем магнита, можно создать легко, без температур, без дорогостоящей обработки, создавать первоначальную, нужную, запрограммированную структуру в ней. Вот это уже открывает невиданные возможности перед электроникой. Вы знаете, что сложная электроника делается, по-моему, всего в 2 местах на земном шаре, Тайване, еще где-то, то ли в Силиконовой долине, то ли где-то еще. И для этого сложнейшая техника применяется, чтобы в кремнии вырезать те самые ходы и так далее. Если вы говорите, что сложной структуры и температуры и других обработок не требует сам материал, значит ли это, что страны с более низким технологическим развитием теперь смогут изобрести такие машины, которые могли бы делать наночипы на основе ваших кристаллов? Да, конечно. Все упирается на финансы. Если подобные вещи можно делать более простыми технологиями. Не теряя качества, и этим справится любая, даже страна третьего мира. Но преимущество ее в том, что так малым бюджетом созданные технологии, и любой человек может купить, позволить себе купить вот эти вещи. Их можно массово выпускать. Телефоны и так далее. Да. Еще возвращаясь к батареям, вот они по весу легче, потому что нет электролита. Какие у них еще есть преимущества по рабочим характеристикам? У них нет ни электролита, ни сепаратора, потому что твердоэлектролитный он не нуждается ни электролите, ни сепараторе. Сам вот этот слой 5-6 микрометров с ионной проводимостью, он играет роль и электролита, и сепаратора. Вот.
внутри он совершенно сухой. Так что, в отличие от электролитного аккумулятора, вот подобные типы твердотельные аккумуляторы могут работать в более низких температурах и более высоких температурах. Вот сейчас ведь до сих пор, сейчас уже 21 век, почти середина, но мир страдает от того, что если электромобиль человек купил, живет с севера, меньше там 30 градусов мороза, автомобиль уже не ездит. А эти могут ездить даже при 60-70 минус градусах. Вот тут большое преимущество. И плюсовые температуры уже за 100 градусов. Потому что там кипеть нечему, там нет электролита. Вот. Все зависит от того, вот здесь, видите, в этих аккумуляторах я полимерную упаковку сделал. Упаковку можно сделать металлическую, чтобы она выдерживала температуру больше 100 градусов. Разницы нет. Она в электрическом процессе никакой роли не играет. А в данном случае для опытного образца я просто полимерную пленку использовал, чтобы вот приобрести вот такой вид. Вот этот аккумулятор. При разгерметизации литий-ионных батарей бывают опасные ситуации, Да. особенно если Да, это да. транспортное средство. Ну, дело в том, что вот преимущество еще в чем. Литий-ионные аккумуляторы, поскольку там агрессивный электролит используется, их разгерметизировать нельзя. Это оканчивается Пожаром. возгоранием и взрывом. Вот. А поскольку здесь нету никаких жидких электролитов, они абсолютно безопасны. То есть, Даже если... полностью в заряженном виде. Понял. То есть, если электромобиль, например, потерпел аварию, то сама Да. батарея опасности не представляет. Никакой. Заряжается и разряжается она также или лучше, чем традиционный? Лучше они быстро заряжаются, и для них не нужен ограничители, там, платы. Вот в любом аккумуляторе литий-иона, вот этой части, там внутри есть плата электронная. За счет нее у нее стоимость увеличивается. А эта плата нужна для того, чтобы не отпустила ниже там 3 вольт, 2,7 вольт вольтаж, и выше не пустила 4,2 вольта. Иначе они выходят из строя. А здесь ограничений нет. Он может отпускаться, здесь я написал 2 вольта, от 2 до 4,3 вольта. Он может опускаться и до 0,5 вольта. И Он ничего, будет да? работать. А эти меньше 2 вольт, если отпустить, он больше не восстанавливается, можно выкинуть. Ну, я почему здесь 2 вольта указал? Это не предел. Потому что все современные устройства, там настроена электроника так, чтобы литий-ионный аккумулятор, как только до 3 вольт доходит, он автоматически отключается. Вот. А если электронику, в данном случае автомобили, там перешивать, тогда можно нижние ограничения до 2 вольт. Можно и даже до 1 вольт отпустить. Никакой опасности это не представляет для самого аккумулятора, поскольку там, как в литий-ионных аккумуляторах, не идет те процессы разложения электролита. Почему литий-ионных невозможно меньше там, 3 вольт, 2,7 вольт отпустить, некоторых ниже? Потому что начинается уже разложение электролита. А зарядку дашь больше 4,2 вольта, опять-таки начинается разложение этого электролита. Вот, катионы и анионы начинают друг с другом воевать.
Мгм. А здесь их нет. Здесь такие вот ограничений вообще нет. Так что, учитывая то, что здесь не нужны платы ограничительные, а когда он заряжается до своего нужного вольтажа, он больше не берет, он так будет держаться. А если по недосмотру она разгружается до нуля, ничего страшного. Он восстанавливается, как будто ничего не было. Опять заряжается. Мгм. Насколько быстро его можно зарядить? Они заряжаются за 15 минут. До 100%. До 100%, да. А при разрядке его емкость увеличивается, чем у литий-ионного? Потому что я так посмотрел, на вес они... Да, это тоже очень легче. важный вопрос. Но тут в чем дело? У литий-ионных аккумуляторов, поскольку опять-таки используется жидкий электролит, постепенно идет процесс саморазряда. Это неизбежно, поскольку жидкий электролит. Только хоть немножко замыкает, проходит через сепаратор. Поэтому у них где-то 5% в месяц, от 5 до 10% в месяц Саморазряд. саморазряд идет. А в твердотельных аккумуляторах саморазряда практически нет. Их можно заряжать и вспомнить о них через 10 лет, посмотришь, они как будто только что заряжены. Только течь некуда. Мгм. Понятно. Объем какой у него? Если, я имею в виду, в равных пропорциях Ну, параметры если в равных батареи. пропорциях посчитать, вот я здесь указал 2, 3, 4,3 вольта, 200 200, да? нет, 280 ватт на килограмм веса. На килограмм веса вот этого вещества и вот этого вещества. Вот это два вещи определяют зарядную и разрядную вот характеристику, ее вес, количество порошка. А литий-ионном аккумуляторе количество оксид кобальта, оксид лития, оксид марганца, вот эти вещи определяют. Но в лучших литий-ионных аккумуляторах, например, возьми автомобиль Tesla. Там больше 7000 вот подобных аккумуляторов. А у них характеристики такие. На килограмм вес 240 ватт. А у нас 280 ватт. Превосходит, да? Конечно, Получается. на 40 ватт превосходит. Если такую батарею поставить в стандартный Xiaomi или iPhone, по работе телефона как изменится его батарея? Ну, дело в том, что я до этого еще делал твердотельный магниевый аккумулятор, который в данный момент находится в Москве на стадии инвестирования. Она намного еще мощнее. Я бы использовал их. А для этих, везде, где можно использовать, в автомобилях, в крайнем севере, например, обыкновенные автомобильные кислотные аккумуляторы можно заменить ими, чтобы столько свинца не портить. Здесь свинца нет. Здесь в этом порошке это основной головной элемент. Ну, второй головной элемент это твердотельный электролит, да? Нету ни лития, ни оксид лития, ни оксид кобальта и никаких драгоценных металлов. Абсолютно.
Это самый дешевый материал, что можно придумать для создания аккумуляторов. А на том аккумуляторе, который вы говорите сейчас на стадии инвестирования, сколько проработает средний смартфон? Средний смартфон На одной одном зарядке. заряде проработает 6-7 дней. 6-7 дней. Да, неделя, да. Все, это понятно. Что ж, я думаю, мы в таких общих чертах сделали наброски к вашему изобретению. Сейчас июнь 2022 года. Позади коронавирус. В разгаре конфликтная операция на Украине. Что еще можно сказать про это время? Сложное время. Технологии уперлись в свои предельные характеристики. Весь мир в поисках новшеств. Хорошо, что есть такие ученые, как вы, которые могут предложить нам новые решения. Спасибо вам. Спасибо вам.